помогите! Ваня! Ванюша! Сыночек! Я иду! Где ты? Что, матушка? Опять кошмар приснился? Ванюша. Ох, матушка, это все от нервов. Матушка. Вот, выпейте пустырника. Ну? Мне сказали, что товар заходит. Уже с месяц во сне является. Доктор ведь уже больше года как погиб. Может, успокоиться вам, не мучить себя. Платье мне приготовь. В город поеду. Может, примет она меня. Кто? Так, кто за место меня с Иваном потолкует. Анна Викторовна, прошу говорить. Я? Да ну, что говорить? Все, что угодно. Когда-нибудь ваш голос услышат ваши правнуки. Сегодня 6 июня 1894 года. Погода замечательная, и мы с Андреем Петровичем голоса записываем. Сегодня 6 Боже мой, это мой голос? Такой неприятный. Ну, что вы такое говорите? У вас прекрасный голос. Это в первый раз так кажется. День добрый, господа. Могу я видеть Анну Миронову? Это я? Как хорошо, что вы здесь. Я к вам по делу. По особому делу. Говорят, ваш дар вернулся. Не откажите. Помогите мне поговорить с сыном. Прошу прощения, я давно не оказываю подобного рода услуг. Я прошу вас. Умоляю. У него никого нет, кроме меня. Он мне пытается сообщить что-то очень важное, и я это точно знаю. Анна Викторовна, помогите. Хорошо. Проходите. Андрей Петрович, простите, я вынуждена ненадолго вас покинуть. Как вам будет угодно. Сегодня, 6 июня. Мой сын Иван Глебов служил земским врачом. Прошлой осенью он поехал к больному в соседнюю деревню. Да так и не вернулся. Пролетку с лошадьми нашли через 2 дня в полях. А Ванечку только весной, когда снег сошел.
Я вам сочувствую. Ужасно потерять единственного ребенка. Спасибо, но я уже свое отстрадала. Только вот уж с месяц как Ванечка стал приходить ко мне каждую ночь. Приходите. Во сне. Он как будто хочет сказать мне что-то очень важное. Зовет меня: маменька, маменька. Я боюсь, что не своей смертью умер Ванечка. Убили его. И пока мы виновного не найдем, душа его не успокоится. Хорошо. Я попробую вам помочь. Дух Ивана, явись мне. Дух Ивана, явись мне. Дух Ивана Глебова, явись мне. Он здесь. Да, он здесь. Что? Что он вам говорит? У вашего сына есть дети? Нет. Ванечкина жена скончалась, детей у них не было. Он так и не смог отойти от ее смерти, от горя работой спасался. Ребенка качал. Потом нитку взял и шить начал. Нитка длинная такая. Куда иголка, туда и нитка. Ну, конечно. Господи, какая же я клуша. Засиделась я у вас. Мне домой уже пора. Простите, что я больше вам ничего не сказала. Да что вы, ангел мой. Вы мне очень помогли. Храни вас Господь. Андрей Петрович, Ничего не говорите, я все понимаю. Я умею хранить секрет. кажется, это ни для кого уже не секрет. Ну, как прошло, матушка? Сказала вам ворожея что-нибудь про доктора? Нет, ничего не сказала. Вы бы покушали, матушка, а то сил не будет. Без тебя, знаю, глупая, не чужина духом. Посыльный приходил полчаса назад. Госпожа Самсонова за вами посылали. Ну что ж ты сразу-то не сказала, а? Дело у меня еще есть. Куда это ты так торопишься? Дела, Маша, дела. Может быть, хоть расскажешь, какие? Виктор, ты постоянно куда-то уходишь. Ты стал скрытен и совершенно не уделяешь мне никакого внимания. Ну вот зачем ты так? Вечно ты все преувеличиваешь. Просто у меня срочное дело в городе. Ты ведь теперь сама современная женщина. Работаешь у Рябушинского. Должна лучше меня понимать. О проблемах современной женщины. Упала, видать. Да, там, сама бросилась. Или помог кто? После того, как доктор погиб, вдовушка-то совсем того, умом тронулась. А ну, допирайте. Не не смотреть. Объектив протри. Слушаюсь, ваше благородие.
И с той еще стороны сфотографируешь, и сумочку не забудь. Очень хорошо. Тот самый? Да, все еще функционирует. Реактивы где берете? Привозят из Петербурга. Рад вас видеть, Антон Андреевич. Жаль только, что обстоятельства встречи не очень приятные. Так мы с вами по-другому и не встречаемся. Давай оттуда теперь. Кто такая? Личность установили? Антонина Глебова. Замужем? Нет, вдова. Сын у нее Иван Глебов, земский врач. Нужно опросить. Хорошо бы, да. Разбился он около года назад. Лошади понесли, и там... На самоубийство не похоже. Не похоже. Тело нужно срочно доктору Милсу отправлять. Да уж куда спешить теперь? Да тут как божий день ясно. Это Миронова ее на тот свет отправила. Кто? Агафья, горничная Глебовой, сказала, что барыня сегодня ездила к этой Анне Вражей. А теперь вот, и 3 часов не прошло. Полиция во всем разберется. Советую слухи не распускать. Я уверен, что Анна Викторовна тут совершенно ни при чем. День добрый, Анна Викторовна. Здравствуйте, Яков Платоныч. Что случилось? К сожалению, да. Скажите, вы встречались сегодня с Антониной Глебовой? Да. Откуда вам это известно? Прокипяти. Пару часов назад ее тело нашли за Слободкой на овраге. То ли несчастный случай, то ли толкнули. А зачем она к вам приходила? Помощи просила, с сыном поговорить хотела. И вы помогли? Помогла. Анна Викторовна, вы должны быть осторожны. Мало ли кто может заявиться к вам с подобной просьбой. Ну, не стоит помогать всем подряд. Знаете, Яков Платоныч, это мне решать, кому помогать и кому не помогать. Господи, зачем же я ее отпустила? Она такая была, такая взволнованная. Не корите себя. Вы ни в чем не виноваты. Я прошу вас, хотя бы сегодня не гуляйте по городу одна. Кто-нибудь проводит вас домой? Да, Андрей Петрович Клюев. Ну, значит, мне не о чем волноваться. Честь имею. Здравствуй, любезный. Служишь здесь? Служил. У вдовы Глебовой на хозяйстве, царствие небесное. Давно ли? Да почти 2 года. Стало быть, здесь был, когда сын у нее пропал? Был, ваше благородие. Уж как госпожа Глебова страдала. Сначала надеялась, что вернется он. А когда по весне тело нашли, чуть не каждую ночь выла. А теперь в кабинете доктора вроде как музей. Все как при нем было. Госпожа строго-настрого запретила сюда входить. Агафья как-то раз ослушалась, так ее чуть не выгнали. Кто такая? Горничная. 2 нас. Понятно. Да-да? Не помешаю, Александр Францевич. Антон Андреевич, здравствуйте, я рад всегда вас видеть. Удалось выяснить время смерти? Я полагаю, судя по свернувшейся крови, 3-4 часа назад. Где-то так. И самый главный вопрос, который меня беспокоит, сама ли она или же ей помогли? Я прошу вас. Вот, ближе, ближе. Вот посмотрите. Видите эту рану? Угу. Эта гематома говорит о том, что, скорее всего, был справа нанесен удар.
каким-то тупым продолговатым предметом. Потому что если бы было просто падение и удар о плоский камень, то характер раны был бы совершенно другой. Стало быть, убийство. Несомненно. Матушка, матушка, упокой Господь ее душу. Ездила она тут к одной. Чуяло мое сердце не к добру это. Так и получилось. Ты про Анну Миронову? Она к этому делу отношения не имеет, так что прошу тебя слухов не распускать. Когда видела хозяйку последний раз? Так в обед. Она потом к Самсоновым уехала. Знаешь, зачем? Она у молодой барыни экономкой служила. Ну, а ты сама где в это время была? Здесь я была, где же мне быть? Я хозяйством занималась. Матушка обычно к 7 вечера возвращалась. Я ужин приготовила, самовар поставила, и все нет и нет. Потом дворовые прибежали, сказали, что нашли ее. Могу я осмотреть кабинет доктора? Наш доктор самый лучший был. Его в уезде очень любили. К нему даже из губернии ездили. Здесь все осталось, как при его жизни. Матушка его память очень берегла. Как я полагаю, матушка с сыном были привязаны друг к другу. Однако доктор одинокий был, молодой. Может, какие любовные увлечения были? Иван Иванович был порядочный человек. И жизни людские спасал. Некогда ему было шашни крутить. Откуда это знаешь? Я? Так помогать он меня просил. Вот инструменты кипятила. И видела я. Он либо у больных, либо здесь дома. Вот его жизнь. Вся тут. Ну, спасибо. Ты иди, а я еще осмотрюсь. О своих шурах-мурах с доктором-то умолчала. Тихо. Не суй свой нос не в свои дела. Проболтаешься из виду. Ладно тебе, не стращай. Держи язык за зубами. Мелюзга. А не то ты у меня на улице будешь побираться. Уразумел? Да. Дух Антонины Глебовой, явись. Дух Антонины Глебовой, явись. Дух Антонины. Так. Золото. Милц подтвердил, что вдова погибла насильственной смертью. Ее ударили чем-то по голове и сбросили во враг, чтобы мы с вами списали это на самоубийство. Похоже на правду. Да. Войдите. Ну, наконец-то! Сколько можно чинить одну лампу? Да будет свет, спасибо. Да будет свет. Я поспрашивал соседей. Глебова никому хлопот не доставляла.
В долгах не была, да и вообще врагов у нее не было. Трудно себе даже представить, что у кого-то был мотив ее убить. А вам что-нибудь удалось выяснить? И горничная, да и мальчишка городовой утверждают, что Глебова после обеда поехала к Самсонову. А еще я осмотрел кабинет доктора. В ящике для инструментов не хватает скальпеля. Ну, доктор мог его просто сам потерять. Да не похоже. В комнате идеальный порядок, а прислуга говорит, что Глебова в комнату сына никого не пускала. Чёртово электричество. И что же вы думаете, что это она взяла скальпель? Не исключаю. Она сегодня приходила к Анне Викторовне и просила помочь ее поговорить с умершим сыном. Это я слышал. Уже все судачат. Анна Викторовна рассказала ей, что ее сына убили. Возможно, вдова поняла, кто убийца, и отправилась отомстить ему. Но вроде пока никто не убит, слава богу. Я тоже на это надеюсь. А еще взгляните. Доктора нашли ранней весной, тело было в ужасном состоянии. А вот на голове обнаружили продолговатую гематому. Как у вдовы? Именно. Тогда подумали, что он сам ударился головой, когда упал во враг. Но если допустить, что его убили, а вдова узнала об этом и отправилась отомстить ему, то убийца мог с ней расправиться. завтра нужно ехать к Самсоновым. Возможно, они прольют свет на это темное дело. Анна, как я рада вас видеть. Здравствуйте, Полина. Я просто мимо шла и подумала узнать, как у вас дела. Благодарю. Все хорошо. Как раз утром доставили вашу книгу. Да? Какую книгу? Вот это. Я уже и забыла. Сколько я вам должна? Ну что вы, берите абсолютно бесплатно. Но если мне захочется поболтать со своим покойным дедушкой, вы же мне в этом поможете. Простите, я ни в коем случае не хотела вас обидеть. Просто весь город только об этом и говорит, а я верю в подобные вещи. Я понимаю. Мне просто каждый раз неловко, когда речь заходит. О вашем чудесном даре? Да, я понимаю. И я обещаю, что больше никогда не буду задавать подобных вопросов. Только если вы сами не захотите поговорить на эту тему. Просто ужасно интересно, как все устроено в загробном мире. Боюсь, я ничего не смогу вам сказать. Неужели? Вы же можете все спросить. Просто я чувствую, что есть вопросы, которые не стоит задавать. Так сколько я вам за нее должна? 2 рубля 45 копеек. Простите мне еще раз, мне ужасно неловко. Мне бы не хотелось потерять ваше расположение. И вы меня простите. Обещаю не сердиться и зайти к вам на днях. Да-да. Заодно расскажете, как вам книга. Я полистала, мне кажется, тут много любопытного. День добрый, Анна Викторовна. Спешите? Благодарю. Тороплюсь. Что это у вас за фолиант? Да фолиант вам должен быть давно известен. Загадками говорите. К сожалению, не обладаю вашим необыкновенным даром. Так что ответить не могу, пока не покажете книгу. Тороплюсь. Как-нибудь в другой раз. Очень жаль. А я сейчас еду в усадьбу к Самсоновым. Вдова Глебова работала у них экономкой и незадолго до своей смерти была у них дома. А кто такой этот Самсонов? Я не слышала про него прежде. Золотопромышленник приехал недавно из Енисейской губернии. Золото. Его жена Анастасия Петрова, урожденная Фомина, для дочери Портнова сделала неплохую партию. Портнова. Куда иголка, туда и нитка. Яков Платонович, а можете меня подождать? Я отпрошусь у доктора Милца и поеду с вами. Конечно. Я буду ждать вас сами.
Дорогая Марья Тимофеевна, но это прекрасно, прекрасно. Искренне, скандально, ново. Вы прекрасно описали скуку семейной жизни, охлаждение супругов в браке, невозможность для женщины заняться каким-нибудь полезным делом из-за общественных предрассудков. Но, Марья Тимофеевна, будьте готовы. На вас набросятся все поклонники домостроя. И пусть набросятся. Драка лучше скуки. Я тоже так думаю. И поверьте, драться мы будем вместе. Я вас в обиду не дам. Значит, вы согласны со мной, что современной женщине необходимо какое-нибудь дело? Марья Тимофеевна, признаюсь вам, если бы я целыми днями занимался готовкой и детьми, то уж давно бы сошел с ума. Значит, вы не были женаты, Алексей Егорыч? Нет, я не склонен к семейной жизни. Мне нужно широкое поле деятельности. Простор, полет, вдохновение. Жаль. Мне кажется, вы были бы забавным мужем. Что? Я имела в виду не скучным. Ну, как знать, драгоценная Марья Тимофеевна. Как знать. Это ведь вы предложили госпоже Глебовой работу? После смерти доктора и мне стало жаль ее. Она осталась совсем одна, бедняжка. Да еще и без средств к существованию. А вы были знакомы с доктором? Конечно. Я когда еще жила у батюшки, он часто заезжал к нам. Ваш отец дружил с ним? Не совсем. Если кто-нибудь заболевал, конечно, всегда за ним посылали. Врач он был прекрасный, любую хворь мог вылечить. Настенька, душа моя, вот я и дома. А у нас гости. Штольман Яков Платонович, судебный следователь. Это моя помощница Анна Викторовна Миронова. Мы здесь по делу госпожи Глебовой. Вчера ее тело нашли во враге недалеко от вашего дома. Боже, какое горе. Бедная женщина. Сперва сын, теперь сама. Вы садитесь. Я знаю, она помогала вам по хозяйству. Вы были довольны ею? Ну, славная женщина, а для экономки медлительная. Я ее только ради Настеньки держал. Настенька у меня такая сердобольная. Странно. Анастасия Самсонова совсем не любит своего мужа. Едва переносит. А он кажется таким мягким человеком. Внешность Анна Викторовна иногда бывает обманчивой. Зачем же ей был нужен этот брак? Неужели из-за денег? Многие посчитали бы эту причину достаточной. Анастасия Петровна говорит, что доктор часто бывал в доме ее отца. Он живет здесь, недалеко за Слободкой. Давайте навестим его. Отец Анастасии. Думаете, он может что-то знать? Порой пациенты знают о своих докторах гораздо больше, чем доктора о них. А преступники о следователях? Скажи-ка, любезный, Петр Гаврилович Фомин здесь проживает? Так точно, ваше благородие, тут. Так вы что, соседи будете? Кучером у него служил. Чего-то гости к нему зачастили. А кто это еще к нему приезжал? Уж не Антонина Глебова? Не знаю я ничего. А глаза говорят, знаешь, только говорить не хочешь. Она к нему заходила. Что-то они повздорили. Крики аж в конюшне слышно было. О чем повздорили? Не знаю, нет привычки послушать. Что потом? А потом она выскочила злая. Да уехала. Точно уехала? Точно, точно, своими глазами видел. А это у тебя откуда? Колесо чинил, поранил.
доктора не помнить. Помню. Отличный малый был. Вы знаете, что он в Петербурге учился? Блестящий. Мог в столице остаться, но предпочел вернуться в родной город. Не местного калибра был человек. Я ему предлагал свою клинику открыть. К нему бы вся губерния ездила. А он все отказывался, скромничал. Вот. Главная проблема доброго душой человека – скромность. Пока всякие подлецы вперед лезут, благородные люди позади остаются. Душно. Я подышать. Ну, так может, настоечки, голубушка, вмиг полегчает. Я лучше пройдусь. Фасон. Это ваш ребенок? Или вы помогли ему появиться на свет? Ой, барыня, нельзя вам тут быть. Ты же ему не мать, верно? Скажите, госпожа Глебова, мать покойного доктора, вчера к вам приезжала? Как пришла, так и ушла. Нечего ей тут делать. Известно мне, что повздорили вы с ней. Колька. Подмастерье мой все рассказал, да? Вот выгоню негодяя. Так из-за чего ссора вышла? Денег она просила, а я отказал. Она в слезы. Вот стала вспоминать доктора, мол, сколько он нам помогал. Ну, а я что, богатей, что ли? Я сам едва концы с концами свожу, так что я выгнал ее. Колька, кстати, видел, как она отсюда вышла. Вы ведь, кажется, портновским ремеслом промышляете. Ну, теперь, правда, меньше заказов беру. Слава богу, зять деньгами помогает. Петр Гаврилович, простите, я дверью ошиблась. Там сын ваш? С нянькой. Вы что, забыли, что ли? Нет. Это Кольки моего ребенок. Гулял где-то, мерзавец. А мамка его, наверное, померла. Ну, Колька мне в ноги упал. Разрешите ему оставить. Вдвое больше работать буду. Ну, только позвольте. Ну, я согласился, что я не человек, что ли. Кольки, значит, подмастерье вашего. Да. Так точно, ваше благородие. Вы сами у него спросите. Непременно спросим. Благодарю вас, господин Фомин. Хоть подмастерье подтвердил, что это его ребенок, но имя и фамилию сходу назвать не смог. Покрывает хозяина. Но зачем Фомину врать? Он вдовец и вполне мог бы признать ребенка, никто бы о нем плохого не подумал. Анна Викторовна сказала, что ребенок живет с нянькой, а не с матерью. А мать, стал быть, померла? Глебов семейный доктор Фоминых. Возможно, он принимал у нее роды, и что-то пошло не так. В таком случае Фомин мог во всем обвинить доктора и решиться на месте. Вот вам и мотив. Говорят, доктор был щепетильным человеком, записывал все имена пациентов, аккуратно вел медицинские карты. Поедемте в дом Глебовой. Сейчас? Немедленно. Я мигом. Быстрее ветра.
дядя? Омлет. Читаешь? Вот нашел твой медицинский журнал. Очень увлекательно. Откуда цветы? Это Андрей Петрович тебе после обеда прислал. Как мило. Мне кажется, он увлечен тобой. А мне кажется, ты всерьез увлекся медициной. Давно это с тобой? Ты знаешь, Аннет, когда-то давно в Баден-Бадене у одной молодой женщины остановилось сердце. И подоспевший врач сделал ей дыхание рот в рот. Уже тогда я понял, что это самая благородная профессия. А сейчас, думаю, может мне начать посещать какие-то медицинские курсы. Петр Иванович, боюсь, наскучит это вам через недельку. Ну, а чего же? Это очень интересно. В конце концов, надо в жизни заниматься каким-то полезным делом. Почему не этим? Подыщи себе что-нибудь другое. Например? Спокойной ночи. Вот еще. Господа, может быть, чаю? Нет, спасибо. А я с огромным удовольствием. Антон Андреевич, нам нужно просмотреть дела всех рожениц за последние 1,5 года. Да. Если ребенку сейчас больше года, то роды должны были быть как раз в канун гибели доктора. Оригинальное умозаключение. Господа, давайте я вам помогу. Ну, кто же лучше меня знает, что здесь и где лежит? Какие записи вам нужны? Ой, вот я растяпа, руки-крюки. Я сейчас все уберу. Вы нас в гостиной подождите. Хорошо. Глазам не верю. Яков Платонович, кажется, нашел. Акулина Баранова. Не жена ли это того самого конюха Баранова, который живет рядом с Фоминым? Так оно и есть. Умерла 14 месяцев назад. Обширное кровотечение. Собирайтесь, поехали. Ну что, господа, нашли, что искали? Кое-что нашли. В кабинет доктора никому не заходить и ничего не трогать. Как прикажете. Эй, мелюзга, поди-ка подсоби, дело срочное. Чего тебе? Пошли. В кабинете у доктора приберемся. Так ведь господин следователь велел ничего не трогать. А ты больше чужих слушай. Баранова умерла за 2 недели до того, как доктор пропал без вести. Все сходится. Баранов кучер, здоровый мужик. Ему бы одного удара хватило для того, чтобы убить доктора. Местные дороги он знает не понаслышке, и догнать пролетку в метель для него расплюнуть. Думаете, и Глебову он убил? А возможно, я видел шрам у него на руке, ну, как будто порез от скальпеля. Ну и к тому же мы знаем, что Глебова приезжала к Фомину в тот вечер. Баранов живет рядом, так что мог видеть и знать, куда она потом направилась. Вы здесь? Что случилось? Ну, я не понимаю. Беги, торопись. Куда? В мой дом.
Дядя? Послушай, что они пишут. Послушай, одна молодая дама за 3 года брака так и не сумела подарить мужу наследника и обратилась к профессору Кнаппе. А ты куда? В дом погибшей Глебовой. Я с тобой. Только оденусь. Вечер добрый. Да уж ночь почти, ваше благородие. Чем я заслужил ваш визит? Покойная Акулина, ваша супруга? Так точно. Родом не померла. Царство ей небесное. Вам придется проехать с нами. Это еще зачем? Лучше не сопротивляйся, иначе нам придется применить силу. Яков Платонович! Яков Платонович, извольте объяснить, а что здесь происходит? Ваш кучер подозревается в убийстве доктора и его матери. Задержан до выяснения обстоятельств. Как это? С чего бы ему? Вы видели господина Баранова позавчера вечером, когда вдова Глебова к вам приезжала? Точно. Его же не было дома. Я как раз хотел дочку навестить. Я думал попросить его подвезти. А я стучу к нему, и никакого толку. Не было? Что ты меришь, пустобрех? Дома я был, ты не стучал! Так, ты выродок! Будешь на меня наговаривать? Сейчас. Так, Колька. Колька! Ну, иди сюда. Чего изволите, Петр Гаврилович? А вот скажи, кто прав, я или вот этот косматый? Позавчера вечером я к нему стучал, а он не открывал. Помнишь такое? Как не помните? Помню. Значит, подтверждаешь мои слова? Подтверждаю, стало быть. В участок его. Горит! Горит? Стой! Анет! Анет, куда ты? Не надо одной, надо вызвать пожарную команду.